Всем привет! Сегодня приготовим суп с фрикадельками и фасолью. Суп простой в приготовлении, очень вкусный и питательный. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала для супа нужно сварить фасоль. Для этого 1 стакан фасоли замачиваем на ночь в чистой воде. Уже замоченную фасоль кладем в кастрюлю и заливаем примерно 2,5 литрами воды. Варим фасоль практически до готовности, примерно 30-40 минут, в зависимости от сорта фасоли. Пока варится фасоль, подготовим остальные ингредиенты. 300 грамм картошки нарезаем небольшими кубиками. Полкилограмма фарша солим по вкусу и перчим. Все хорошо перемешиваем. Из подготовленного фарша скатываем небольшие фрикадельки. Также у меня на канале есть и другие рецепты вкусных супов. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Готовим пассировку для супа. 1 морковь трем на мелкой терке. 1 луковицу нарезаем небольшими кубиками. Два помидора тоже нарезаем кубиками. В сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости. К луку добавляем тертую морковь. Пассируем еще 3-4 минуты до мягкости морковки. Сюда же в сковороду кладем нарезанные помидоры. Тушим на небольшом огне около 5 минут. Фасоль уже практически сварилась. Добавляем в кастрюлю фрикадельки. Доводим фрикадельки до кипения и снимаем образовавшуюся пену. Сюда же кладем нарезанный картофель. Варим суп 15 минут до готовности картофеля и фрикаделек. Когда все сварилось, суп солим примерно половиной столовой ложки соли. Кладем лавровый лист и перчим. Сюда же добавляем подготовленную овощную пассировку. Все перемешиваем. Мелко измельчаем пучок свежей петрушки и кладем ее в суп. Доводим суп до кипения и снимаем с огня. Суп готов, можно подавать на стол. Суп с фрикадельками и фасолью получился очень вкусный и сытный. Готовится такой суп несложно и нравится всем, как взрослым, так и детям. По желанию сухую фасоль можно заменить консервированной, тогда готовка займет еще меньше времени. Если вам понравился рецепт такого супа, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.